Всем привет из студии Первого канала, здесь в Олимпийском Пекине. С вами Максим Троньков. И сегодня, ближайшие 40 минут, мы говорим о моем родном виде спорта, о фигурном катании. Сегодняшний день в Пекине начался с выступления в спортивных парах, где победу одержали Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Серебряную медаль, прошу прощения, выиграли Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Чтобы освежить это в памяти, внимание на экран. Виктория Синицына, Никита Коцалапов выиграли свою серебряную медаль здесь, в Пекине. И у нас для вас сюрприз, они прямо сейчас здесь у нас в студии. Вика, Никита, привет! Как вы себя чувствуете? Покажите свои медали, ребята, прямо с награждения, с церемонии к нам, сюда, в студию Первого канала, пригнали со своими серебряными медалями. Ну, рассказывайте, ребят, эмоции. Расскажите, как это было? Мы на самом деле еще вот только начали отходить, Макс. Оставили сегодня буквально все чувства, все силы на льду и мечтали попасть хотя бы на 15 минут в Олимпийскую деревню, чтобы просто прилечь, потому что расписание у нас не самое простое было вообще в нашей карьере, не только здесь. И мы прекрасно себя чувствуем, мы очень довольны. Ну вот теперь, когда уже ваши серебряные медали у вас в руках, скажите, это было самое сложное в вашей жизни, этот путь к ним? Я скажу, что абсолютно да, на 100%. Это были очень тяжелые, очень долгие, тяжелые года, вот так сказать. Никит, мы когда-то с тобой выигрывали уже золотую медаль в командном турнире, ты здесь это повторил. Ты уже был призером Олимпийских игр. Вот я второй раз в эту воду войти не смог. Скажи, как тебе хватило? 8 лет, таких долгих 8 лет после Сочи. Что тобой двигало? Кто тебе помогал? Кто тебя прежде всего поддерживал, верил в тебя? Отвечу на последние два вопроса. Помогала мне с самого начала вообще. Это моя мама, которая не спала, мне кажется, с начала еще сборов предолимпийских. И замолила все стены в храме. Вот. И второй человек, это, конечно, мой партнер for life, моя дорогая Виктория. Вот, и в День Святого Валентина? Не только в День Святого Валентина, хотя, да, это символично. Ну, валентинки у вас удались сегодня друг другу, абсолютно точно, в этот День Святого Валентина, потому что лучше, наверное, сложно что-то придумать. Ребят, здесь была очень сложная конкуренция. Мы, честно говоря, просто замерев
затаив дыхание, следили за вашим выступлением, очень переживали. И я не знаю, кто трясся больше, ваши болельщики, ваши мамы, там, и родственники, и все, или вы сами, или вы уверенно выходили. Чем отличался Никита сегодня, вот когда вот он тебя вывел на лед, он же вел тебя в танцы. Вот было ли какое-то отличие от этого олимпийского проката от обычных соревнований? Я чувствовала от Никиты именно сегодня и позавчера уверенность такую в его глазах, и даже намека не было на то, чтобы вот я что-то почувствовала, что-то не то. Вот я на него смотрела, и я была на 100% и в Никите уверена, и я видела, что он всю эту уверенность передает мне, и когда я вижу его глаза, я просто максимально становлюсь спокойной и тоже уверенной, такой же, как он. Ну, не то, что Никита царь, я уже давно сказал в своих репортажах, когда комментировал танцы на льду, хотя я в них очень мало понимаю, на самом деле. И сразу же прошу еще раз прощения, если делаю ошибки, и у вас в том числе. Никит, ну, расскажи, ты уже на опыте, понятно, ты знал, что нужно вести партнершу свою, так более молодую, там, может быть, чуть менее опытную, да, хотя тоже Олимпийские игры уже были у нас в Сочи совместные с Викторией тоже в том числе. Чем отличалась Виктория сегодня? И в своем катании, в своем настрое? Я могу сказать так, Макс, что я с первого дня, заехав сюда, в Олимпийскую деревню, с первой тренировки, я вообще очень различаю, как Виктория реагирует на стресс, как Виктория реагирует на определенные тренировки, когда приходят новые люди, соперников она видит, или что нам предстоит. И с первого дня был уверен, что этот человек пуленепробиваемый здесь. Я ей доверился с самого первого дня. Это абсолютная правда. Я сейчас не блефую, не пытаюсь сказать слова лести Виктории. Это абсолютная правда была. У меня было чувство полное, что я могу довериться ей в любой момент, каждый день. Она каждый день стояла, как просто неприкосновенная, сильная от нее исходила энергия, я это чувствовал. Все, что мне оставалось делать, это просто помогать ей. Это единственное, наверное, на самом деле даже то, почему я скучаю в спорте, это вот по этому единению, когда оно есть между партнерами, это особый кайф кататься. И я его прекрасно помню. Давайте вспомним еще одного человека, без которого бы этой победы, я не побоюсь этого слова, не было бы. Это ваш тренер Саша Жулин. Расскажите, какую он роль сыграл. Может, он что-то сегодня сказал такое, что вас включило? Или наоборот не мешал? Поделитесь. Уже можно секрет открыть. У нас есть своя такая тактика, и мы ее придерживаемся обычно. Александр Вячеславович особо не вмешивается перед соревнованиями, перед выходом на лед, да, он не говорит нам какие-то супер напутствующие слова, он может там пару слов сказать, и то не всегда. Он знает, что мы сами с Никитой друг друга настраиваем и умеем это делать. И сегодня, я не знаю, тебе он что-то сказал, но мне он ничего не сказал, он просто мне сделал вот так вот или подмигнул, и что все, давай, вперед. А тебе? А было видно, что он нервничает, что это главный старт для него или нет? Я могу сказать, я всегда слежу за шефом, Александр Вячеславович, шеф. Он максимально достойно провел с нами этот турнир, правда. Бывает, нервничает, мы это видим с Викой. Много раз было, что прям сильно даже, что больше, чем мы бывало. На Олимпийских играх он был непоколебимый. И единственное, что вот сегодня... Но он мне зачем-то раза 3 пробил в прессак. Серьезно. Он мне хотел, видимо, что-то сказать. Или сказать, будь спокоен, мужик. И вот он доставал кулак и раза 3 подряд просто бил в пресс. Ну, буду надеяться, что он знал, что он делал, и тебе это помогло. На самом деле, у вас не то, что у вас между вами симбиоз, мы уже давно увидели. Но сегодня, когда Саша праздновал после проката, это еще и симбиоз с тренером, потому что он отпраздновал так, как это делает Коцелапов обычно. А не так, как это делает обычно Жулин. То есть вы уже настолько, соединены друг с другом, что это очень приятно за этим вашим тандемом спортивным и тандемом с тренером наблюдать. Клево. Ну что, двинемся дальше, наверное. 10 дней назад, на самом деле, ребята уже начали здесь свой путь на Олимпийских играх. Они принимали участие в командном турнире, в золотом для нашей команды. Давайте вспомним этот момент.
Поздравляем, конечно же, нашу золотую сборную, всех абсолютно ребят. Но сегодня мы чествуем Викторию Синицыну и Никиту Коцелапову. Никита, ты помнишь Сочи? Конечно, И помню. в Сочи у нас был вожак в команде, это был Женя Плющенко, да, за которым мы все вот тянулись. В этой сборной вожаком был ты, еще и капитаном. Вот расскажи, пожалуйста, различия между той первой сочинской командной с золотой медалью и этой пекинской. Я могу сказать, что быть капитаном было достаточно ответственно, даже как минимум то, что тебе говорят, что ты капитан, ответственно, но на меня на самом деле никаких особых заданий, так сказать, миссий не возлагалось. Я попытался нашим ребятам просто и то, когда они попадались мне, дать какую-то мотивацию, какие-то напутствия, самый добрый, быстрый, искренний дать, и в принципе все, и самому своим примером, так сказать, да, нашим катанием показать, что давайте, ребята, вперед. Был ли момент на этих Олимпийских играх, когда у тебя навернулись слезы на глаза, вот скупая мужская, вспомнил все травмы, спину, смену партнерши, Вики на колено, наконец? Сегодня, когда я докатал произвольный, я был готов это сделать. И, видимо, я настолько все отдал, что ни одна слеза не выпала из моего глаза, это правда. Но я вспомнил Сухие абсолютно слезы все. были. Сухие слезы. У меня такие были в Сочи. Такое бывает. Абсолютно все вспомнил вообще. Это крутое чувство. А сложно ли было переключиться между командным и личным? То есть здесь нужно это было довольно-таки делать быстро, и как бы у вас практически сразу был уже личный турнир. В этом плане не сразу. Эти 5 дней они дали нам возможность выдохнуть, они дали нам возможность проанализировать те ошибки, которые мы допустили. А мы их допустили в команднике. И не то чтобы натренировать, а просто Сделать выводы, наверное. сделать выводы, почувствовать себя увереннее. Мы уже почувствовали лед и выйти на индивидуалку уже в полной готовности, и мы полностью справились с задачей. Вик, ну для тебя было все впервые. Ты впервые стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. То есть для тебя это было все в новинку. Тебе тут надо на личные выходить. С Никитой все понятно? Расскажи про свои эмоции. Ты у нас, скажем так, молодость и задор этой пары, а он опыт и мастерство. Сказать свои ощущения? Да. Вот ты олимпийская чемпионка в командном турнире, а у тебя ты еще борешься за личную медаль. Ну, как я сказала сразу, пока я не увижу и не почувствую эту медаль у себя на шее и на руке, я не могу это прям вот взять и принять сразу. И к тому же после произвольной программы в командном турнире мне было довольно-таки тяжело переключиться, потому что на следующий день нам дали выходной, но сразу потом у нас еще была тренировка, и хотелось немножко выдохнуть, отдохнуть, потому что ты понимаешь, что у тебя еще личные соревнования, где нужно выдать еще круче, еще лучше. И это получилось именно вот передохнуть, переключиться, как сказал Никита, немножко исправить какие-то нюансы и выйти в полную силу, отфигачить еще свою личную. Ну, у вас это получилось, потому что действительно, ну, как мне показалось, мне вообще всегда от вас это исходит такое, знаешь, как будто вам в кайф кататься. Но сегодня вот, как говорю, как катается, как в последний раз, да, было. И вот сегодня у меня почему-то было такое ощущение, что вот вы прям сегодня летали, прям сегодня вот, как будто вы дождались, знаете, дождались этого момента. Потому что понятно, что очень долгие игры, мы с 1 числа все здесь, все ждем, пары вообще еще не начинали. То есть я сам уже в таком немножко состоянии нервном. Так и есть. Вообще долгий путь был к этим играм. Когда мы приехали на сбор в Красноярск, мы там тренировались, и мы уже не могли дождаться, когда приедем сюда, и уже не могли сидеть на месте. И когда приехали, мы настолько были голодные и рады, что были здесь. Поэтому эмоции просто
через край. Никита, ты в одном из своих интервью говорил, что дни предстартовые были похожи на качели. День нервный, день спокойный, день нервный. Как удалось подгадать так, чтобы именно хороший, в тонусе день был именно в день соревнований? Я не пытался подгадывать, я пытался прислушиваться к тренерам, пытался прислушиваться к Вике. Не пытался сделать что-то невероятное на тренировках, хотя в танцах на льду принято, что ты катаешься хоть в 6 утра, даже если это не соревновательная официальная тренировка, все равно нужно надеть костюм, сделать свой максимум, хотя ты выходишь смотреть на Нейтана Чена еще за 3 дня до Олимпийских игр, и человек ездит макет в полный кайф, чтобы почувствовать лед, почувствовать свою уверенность. В танцах на льду это совершенно другая система, непонятно кем принятая. Ну, в общем, не об этом. Я могу сказать, что все шло, как оно должно было бы быть. Мы вот слушали друг друга, слушали тренеров и держали какую-то нейтралку, какой-то баланс. И сегодня в раздевалке, сегодня на произволке в раздевалке я сидел абсолютно голодный. Со мной сидел, напротив меня сидел Гийом, слева от меня сидел Зак Донахью. И я также нервничал, как и они, к тому, что мы все переживали о том, что это Олимпийские игры. Но я был очень голодный, и я знал, что мои нервы не переступят вот этот мой запал, мой голод. И я вышел на лед совершенно с боевым настроем. Ну, тогда у меня просьба к Никите поделиться немножко со своим другом эмоциями, может ему как-то помочь настроиться. Я говорю, конечно же, про Вову Морозову, да, с которым и я в том числе работаю. Вот. А Вике вопрос. А у вас как в раздевалке было? Мне гораздо интереснее, что там у девочек. У нас, на самом деле, очень странная атмосфера в раздевалке всегда. Женская раздевалка, в принципе, всегда очень тихая и не супер общительные мы там. Я не знаю. Такой звук, только... И так... Ну, у нас очень много неприятных взглядов в раздевалке, когда тебя пытаются морально сбить, как-то съесть или настроить, или поковыряться у тебя в голове. Но мне от таких моментов всегда очень становится смешно, и я даже улыбаюсь периодически, потому что когда ты сидишь, завязываешь коньки, а тебя сверлят взглядом, ты так и поднимаешь глаза, и типа, со мной это не сработает. Ну, или как-то вот... А кто тебя сверлил взглядом? Расскажи. Обещаю сверлить взглядом все оставшиеся дни этого человека. Да это все. Ну, абсолютно все. Это делают все. Это женская раздевалка. Там свои нюансы. На самом деле, очень сложный вопрос должен вам задать. И подумайте хорошо, потому что это главный вообще вопрос за сегодняшний день. Что дальше? Дальше выспаться, отдохнуть и... А еще дальше? Составить план. Составить план нужно. На 4-летие? Что будет дальше? Мы посмотрим. Я бы не зарекался вообще ни на какие сейчас слова, которые мы бы сказали. Мы реально выложились. Просто должны выдохнуть немножко. Немножко. Ты знаешь, вот, Никит, смотрю на тебя, на счастливого человека, на самого титулованного танцора России, у которого больше всех олимпийских медалей. И смотрю, как ты баюкаешь вот эту медаль, 4-ю, из рук ее не выпускаешь. И не выпущу. И это очень долго. дорогого стоит. Да. Поэтому я вас поздравляю, ребят, вы очень-очень крутые. Я за тебя вообще рад, ты знаешь как, потому что мы с самого начала, можно сказать, вместе шли еще к первой Олимпиаде. И теперь спустя Пхенчхан ты опять здесь, и ты опять триумфатор. Поэтому я поздравляю. Вика, ну ты не нуждаешься ни в каких поздравлениях, потому что ты красотка, чемпионка. Подожди, красотка, чемпионка, отличница, умница. Спасибо. Вот, я безумно за вас рад. Завтра на Первом канале в прямом эфире женское одиночное катание. Пожалуйста, не пропустите. Щербакова, Трусова и, конечно же, Камила Валиева выйдут на лед, чтобы показать всему миру, что женское одиночное катание, оно наше, оно российское и ничего больше. Поэтому ждем вас у экранов на Первом канале. Обязательно болейте за наших девчонок.